Здравствуйте, дорогие друзья! Всех с наступившим Новым годом! За прошедшие полмесяца мы все с удовольствием отпраздновали праздники, которые были в этот период. И Новый год, и Рождество, и даже Старый Новый год. В эти дни мы готовили очень вкусные блюда. С удовольствием их ели. Но эти блюда, они были у кого-то очень жирные, у кого-то очень острые. Все мы любим и солененькое покушать. Но все эти блюда, сами понимаете, здоровья нам не прибавили. И вот по прошествии всех этих праздников я решил показать вам новое блюдо, которое очень будет вкусным и полезным. То есть надо немножко побеспокоиться о своем здоровье, дать отдохнуть нашему желудку от обилия всяких разносолов. Продукты, из которых я буду готовить это блюдо, они будут вам сейчас показаны. Итак, смотрим, какие продукты, и начинаем готовить. Итак, я вам представляю продукты, из которых сегодня будет мое блюдо. Это гречка. Вы видите, 2 луковицы, 2 морковки, тыква и индейка. Здесь я подобрал по количеству веса, скажем так, сбалансированный вариант углеводов и белков. Я наливаю в кастрюлю заранее подогретую воду, до кипячения подогретую. И это где-то 2 литра. У меня вот такой чайник, где как раз необходимое количество воды, которое мне нужно для того, чтобы начать варить блюдо, которое я вам решил сегодня показать. Воду надо довести до кипения. И только после этого, когда вода закипит, надо начать готовить. Пока вода закипает у меня, я мелко нарежу лук. Пока я нарезал лук, вода у меня закипела, и я продолжаю готовить далее. В кипящую воду я отправляю гречку, очень хорошо, тщательно промытую под проточной водой. И начинаю ее варить. Варить я буду под закрытой крышкой, оставляя небольшой зазор для выхода испаряющегося пара. Варить я буду на небольшом огне. Вот у меня хорошо кипит вода с гречкой, и теперь я отправляю нарезанный лук. Закрываю крышку и даю несколько минут покипеть. На крупной терке натираю морковь. Натертую морковь отправляю следом за луком. И тщательно размешиваю. Вода у меня немного подиспарилась. И вот уже намечается момент, когда гречка наберет свою нужную кондицию. И опять прикрываем крышечкой. Варим на медленном огне, на очень медленном. Теперь мелкими кубиками я нарежу тыкву.
И хорошо размешиваем. Вот так, чтобы все ингредиенты нашего блюда хорошо перемешались друг с другом. И все это я закрываю крышкой. Уже плотно, без зазора. А теперь очередь за индейкой, которую я тоже нарежу небольшими кусочками. Нарезанную индейку я также отправляю в кастрюлю. Почему я использую индейку? Да потому что она постная, в ней нет практически жира. А это главное для готовки этого блюда. Кто любит курицу, вместо индейки добавляет курицу. Но я предпочитаю индейку. Теперь все хорошо размешиваем. Ну вот теперь настало время все это подсолить и тщательно размешать. В процессе дальнейшей готовки можно будет попробовать, если недостаточно солено, подсолить. Но так как мы на празднике наелись много соленого, то блюдо может быть и недосолено. Закрываем плотно крышкой и готовим в течение 30 минут. Я открыл крышку для того, чтобы попробовать, насколько правильно я подсолил. Соли достаточно. Варю я без масла. Никакое масло не использую. И без специй. Специи, они повышают аппетит, а у нас задача сделать небольшую разгрузку для организма. То есть питаться умеренно, чтобы и желудок отдохнул, и не было переедания. А теперь я закрываю крышку неплотно и даю дальше доготавливаться, ну, с тем, чтобы лишняя жидкость ушла из этого блюда. Прошло 20 минут. Да, именно 20 минут, а не 30, как я говорил ранее. И я решил посмотреть, что у нас тут получилось. А получилось у нас великолепное блюдо с хорошо разваренной гречкой. Отлично. И теперь я хочу добавить немного витаминов в виде укропа. Блюдо готово. Я его попробовал. Все сварилось. Все очень вкусно. Теперь буду раскладывать по тарелкам. И мы все садимся за стол поужинать этим полезным блюдом. Ну вот вам, пожалуйста, и блюдо. На мой взгляд, очень аппетитное. Но так как я его пробовал уже, то я скажу, еще какое аппетитное. Всем приятного аппетита, готовьте. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой канал. Поддерживайте, если вам нравятся эти блюда. Всем пока, здоровья, до новых встреч!